Привет, коллеги! Скучали по видосам? Да, знаю, что скучали, потому что в прошлом ролике вы меня за него совсем закружили. Спасибо, кстати. И смотрится он на черном стильно, по красоте. А хочется добавить ему еще больше жизни. Поместить его в гнездо. Как тут. Тем более, у нас для этого есть все, что на фотке. Кроме разве что пневматиков на заднем плане. Что ж, раз хочется, давайте делать. Темп Models в эфире. Поехали! Левую, двухминутную коробочку с рабочей до 90, 270. Ленточка без риска. А начнем мы с аэродромного бетона, и для него я беру наш набор 3D печатных пагов. О, наши соцсеточки. Если не поленитесь и пройдете по ссылкам в описании, найдете на момент выхода видоса еще один конкурс, маленький, но интересный. Еще и ежемесячный. И еще у нас появился телеграм-канал, в котором мы публикуем всю внутреннюю кухню производства. И такие вот скрины разработки, к примеру, найдете только там. Хотите следить за процессом из первых рядов, ссылку найдете там же в описании. И добро пожаловать! Еще пара хороших новостей. Мы теперь официальный партнер производителя красок Акан. Тех самых, которым мы Су-27 покрасили. Так что приобрести их стало совсем просто. Ищите наборы по ссылке в описании. А еще мы составили несколько своих более удобных наборов. И мы теперь на eBay, так что добавился еще один удобный способ заказать нашу продукцию. Ассортимент расширяется, а ознакомиться с ним вы сможете по ссылке в описании. С новостями все, работаем дальше. Добавить к описанию на коробке мне, собственно, нечего. Внутри 18 аккуратных, ровных, четких, геометрически верных плит. Рисунок миленький, четкий и масштабный. Одного набора хватает, к примеру, чтобы сделать вот такую довольно крупную виньетку. И стыки у плит будут вот такие вот ровные и аккуратные, как на фотках. Но я был бы не я, если бы не нашел подходящие референсы, на которых эти стыки немножко ободраны. Как по мне, это добавит картинке немножко живости, так что я беру вот эти два алмазных надфиля. Треугольным с небольшой амплитудой и несильным нажатием начинаю подразрушать грани. Если нужны мощные сколы, соответственно, можно бить по граням со всей силы. 3D-печатная смола отлично реагирует на такие воздействия и скалывается очень копийно. Места, где вышло грубовато или глубоко, немножко стушевываю круглым алмазным надфилем. И в этих стыках на гранях добавляю износа. Что называется, увлекся и немного перестарался, это выглядит более художественно. Для большей реалистичности хватило бы раза в 3-4 меньше сколов. Но спойлер, картину это не испортит. У меня в этой серии немного своя задача, поэтому я использую не 18, а 27 плит, то есть полтора набора. В основу возьму вот такую вот доску примерно 23 мм толщиной, хорошую такую, основательную, выпиленную на заказ. Получился такой почти квадрат примерно 37,5 на 38 сантиметров. И вот такую площадь плит дает один набор. Да, я в курсе про композицию и вот это вот все, и специально прям намеренно ориентирую плиты симметрично. Потому что моя цель сделать не виньетку на выставку, а универсальный фотофон для атмосферы и для финальных презентаций, на котором должен уместиться любой наш самолет в 48-м масштабе, не только Су-27. Причем хошь вдоль, хошь поперек, хошь по диагонали. Клевый, удобный для таких целей двухкомпонентный клей из ленты рекомендую. Правда, пахнет не очень. Смесь живет 3-5 минут, поэтому нужно не клювом щелкать, а делать все быстренько. Твердеет и схватывает тоже не сразу, дает достаточно времени на удобное позиционирование. И сутками при этом ждать не нужно, минут через 5 уже так просто не сдвинешь склеенные. Зазор между плитами на фотках встречал разный. И причем иногда довольно большой. В качестве своих зазоров я взял толщину использованных лезвий от модельного ножа. Если бы мне нужно было тоньше, я вместо лезвий использовал бы тонкие полоски модельного скотча. А если бы толще, то к лезвиям добавил бы полоски скотча. В целом получилось ок. Кстати, слева лежит кусочек, на котором я тренировался. И эта шпатлевка уже опробована и признана годной. Она по консистенции как творожный сыр примерно. Наносится просто, удобно, вкусно пахнет, быстро подсыхает и легко шлифуется после полного высыхания. А для стыков между плитами я возьму вот эту шпатлевку, накатаю из нее колбаски.
С ней проще и удобнее всего работать, пока она совсем свежая и бледно-желтая, и не подсохла, поэтому тележить не стоит и нужно все делать шустренько. И не надо забивать ей всю глубину стыка, достаточно, чтобы она около верха зацепилась и подсохла. В этих стыках просто леплю рандомные кляксы, они не должны быть ни ровными, ни гладкими, как получится. Единственное, что в них не должно быть, это отпечатков пальцев, поэтому перчатка тут, конечно, помогает. И получаю такую картину, причем гудрона этого можно навалить аж на вот так, но мне так не нравится. Хотя для живости и разнообразия я в некоторых местах добавил такие пятна и кляксы. Для торцов, естественно, черный грунт, для плит серый. А ожидаемо черная грунтовка выявила все несовершенства и то, что не дошпатлевал, так что процедуру я повторю дважды. И все готово к самому интересному, к покраске. И главный затык тут — это цвет плит. Я встречал фотки, на которых практически весь аэродром состоит из нейтрально-серых плит, и это был бы самый простой и быстрый вариант. Хотя почти весь, вот тут вот бежевые. Встречал я и фотографии, на которых цвета плит на аэродромах сочетаются прям большими секциями. Опять же, вот розовато-бежевые вкрапления. Но, к сожалению, чаще всего на фотографиях они бежевые, бежево-розовые какие-то, и серые плиты лишь местами. Вот картинка поближе, правда внизу они сырые. А вообще, вот этот топовый референс, который мне больше всего зашел, он тут с разными оттенками. И надо это все как-то повторять, чё, хотя опыта 0 и готовых оттенков тоже. Так что все, что в этом ролике про покраску, это поиск и чутье пятой точкой. К примеру, я тут выбрал базу, еще не зная, что левый оттенок в итоге исчезнет. Высветлять планирую, примешивая белый, а добавлять оттенки этой троицы, особенно XF15. Начинаю я с этой парой, размечая самые розовые плиты, ну то есть их базу. Мне тяжело в голове сразу держать готовый рисунок, поэтому по задумке я иду к нему постепенно, от темного к светлому. Эта пара — это база для желтоватых плит и для нейтрально-серых. Уже пытаюсь разметить какие-то будущие оттенки, но все равно потом переиграю. Так что этот ролик не про конкретные формулы, тут все на интуицию и глазомер. А вы пишите в комментариях, какие готовые оттенки используете обычно и от каких производителей красок. Я начинаю намечать, в каких плитах будет немного розоватого оттенка. И немножко подсбиваю пурпурность, подмешивая коричневый. В целом начинаю бледную базу делать более насыщенно коричневой. И вообще формировать рисунок оттенков, от которых в дальнейшем будет проще плясать. Согласен, выглядит это как будто удаляешь гланды через другой конец тела, но вот у меня пока что так. Короче, получил такое вот бабушкино лоскутное одеяло, но зато теперь мне проще видеть общую картину. Доводить же цвета и дружить их друг с другом я буду с помощью оттенка, похожего на XF55 Dectan. Его часто берут для бетона в других роликах по теме. Он же второй и главный ингредиент для простых серых бетонных плит. И у меня его нет, я его мешаю на глаз. Для розоватых плит я делаю его более рыжеватым или коричневатым, что ли, но тоже светлым. Вот эти оттенки мне не нравятся, у них, кстати, в базе тот самый тепловатый оттенок серого. Я заменю их на оттенок, который только что мешал для высветления розоватых плит. Хотя, опять же, ничего не бывает зря, потому что я тут крашу не наглухо и вот марблингом таким, так что все-таки пятнышки какие-то проявляются и создается дополнительная текстура. И сам оттенок едва уловимо выглядит по-другому. Что, собственно, мне и надо. Вот таким витиеватым путем прихожу к этому результату. И знаете что? Если не упарываться, то это вполне тянет на финал. Красим гудрон в стыках, наносим разметку, грязним фильтрами и готово. Но умение остановиться вовремя тоже слегка не про меня, мне не хватает текстуры аэро, так что я перехожу к маслам. После слоя лака, конечно же. Беру черный цвет, чтобы смешивать его с оттенками старой и новой ржавчины.
а эти два для высветлений. Кисточки, одна из них пошире и пожестче, и для нее иголка, уже понятно для чего. И фирменный White Spirit. Мешаю оттенок, похожий на XF55, в который добавили белого. И разбрызгиваю. Вообще я тут немного ошибся с порядком применения. Мелкие крапки надо наносить в самом финале для дополнительной текстуры. У меня их съедят фильтры. Ну а если растушевать крупные, появятся такие белые пятна высветления, тоже с неровной рваной текстурой. В принципе, мне это годится. А так, методика максимально одноклеточно простая, но при этом капец какая эффективная и дает красивый рисунок. Опять же, для розоватых плит я делаю розоватые крапки. По мне эффект смотрится еще гораздо круче, если светлые крапки сочетать с темными. Ну и конечно, если применять его с умом, чтобы его фильтры не сожрали, его было видно в итоге. Но кому-то будет полезно увидеть. Теперь то, что должен был сделать сперва. Мешаю из масел фильтры. Ими я не только немножко меняю оттенки, добавляю рваные текстуры, но и оно затекает в ромбике, работая почти как смывка. Хоба, грязнее, рельефнее и эффектнее. Причем, если применять не на всю плиту, то добавляется глубина, какие-то акценты, а местами, где получилось грубо, стушевываешь ватной палочкой, смоченной в White Spirit. Вот повторюсь, если бы поле было нейтрально-серого оттенка, то это было бы легче и быстрее всего, теперь это уже понятно. XF19, сверху Marbling XF55, потом такой вот погодинг фильтрами и сверху светлые и темные крапки. Никакого поиска оттенка, все максимально быстро, а финальные плиты выглядят максимально бетонно. Ну или как минимум не скучно и не мыльно, что уже хорошо. Защищаю проделанное лаком. Гудрон в стыках крашу все тем же пожиже разведенным маслом грязновато-темно-серого оттенка, имитируя пригрязнение пылью в стыках. Почему масло, думаю, понятно. Разведенное до такой консистенции, оно красится проще, чем акрил, и в отличие от смывки не так сильно затекает во всякие ромбики. То немногое, что затекло, очень легко снимается ватной палочкой, смоченной в White Spirit. Ладно, теперь слегка облагородим стыки, собьем им жирноту. Я мешаю оттенок светлее, чем XF55, и прохожу по граням плит, чуть поджигая их. Очень долго и очень муторно, но что поделать, зато много где в каких местах стыки стали выглядеть получше. И фактически это финал. Грязню темным фильтром, добавляя оттенков технической грязи от мазута, там ГСМ и тому подобного. Еще хочу фишечку попробовать, и из этих двух оттенков мешаю цвет мокрого бетона. А потом просто рисую контуры мокрых пятен. Стушевываю их, делаю пятно однородным и смягчаю ему границы. Естественно, пограничные плиты тоже немножко намокают. Закрепляю навык, чтобы убедиться, что у меня получается. Природа этого пятна на сухом поле, может быть совершенно разной. Вот, например, на фотке заправщик что-то разлил. А вообще мне настолько понравился процесс, что когда мне надоест внешний вид этого поля, я, наверное, сделаю его целиком мокрым после дождя, почему бы и нет. Рядом с крупными кляксами гудрона в стыках добавляю более мелкие и детализированные. А еще такого может быть много у стыков плит. Буквально пара движений этим контрастным жидкоразбавленным фильтром, и появляется много красивых прикольных пятен. Покрываю матовым лаком, вижу, что подсъела те самые первые крапки, но в целом текстура не мыльная и интересная. Осталось мокрые пятна сделать блестючими.
Блин, прикиньте, какого крышесносного эффекта можно добиться, если сделать сырое, подсыхающее после дождя поле. Дерзайте. Ну и готово. Разметку на поле я не стал наносить специально, чтобы, как я уже и говорил, иметь возможность ставить самолет по-всякому. И концентрировать массу пятен от ГСМ в центре поля тоже не стал. А вот что действительно стоило бы добавить, это следы от шин топливозаправщика, ну и следы от пневматика при рулении самолета. Возможно, позже я это сделаю. А вы пока пишите в комментариях свое мнение о увиденном. А если подводить итог по ролику, то, несмотря на все мое нытье, не так уж все и сложно-то на самом деле. Если поле нейтрально серое, то вообще элементарно. Виньетку в 72-м или поменьше в 48-м можно сделать вообще только маслами. И это все к чему говорю-то. Не бойтесь делать красивые подставки под свои самолеты. А с нас крутые и качественные плиты, которые вы можете купить по ссылке в описании. Вот, зацените сразу, как картинка-то поменялась, как будто птах оказался на своем месте, аж глаз радуется. Ну и срабатывает эффект, что это уже не сиротливая модель на полке, а законченное профессиональное произведение, особенно на маленькой аккуратной виньетке с золотой табличкой. У меня тут просто фотоподставка, и то какой эффект. Надо будет его, кстати, на солнце, на воздухе сфотографировать. Вы подпишитесь на соцсети, а то вдруг я не заленюсь, а вы потом фотки пропустите. И, кстати, на канал подпишитесь, кто здесь впервые, потому что мы дальше продолжим насыщать аэродром всяким интересным. И лайкосик, ребят, влепили лайк. Ну и увидимся совсем скоро. Пока.